Если есть невидимые покровы, значит, есть видимые. Их можно увидеть, осознать, ощутить. В станциях Дзиан сказано: невидимые покровы – суть вечно невидимые или незримые, ибо сознание увидеть невозможно. Невидимые покровы – непроявленные покровы. Придет цикл, когда при проявленном состоянии пространства форма его может быть видима, ощутима и осознанна, как духовная сущность материи. Так мы насыщаем пространство течением эволюции. Мула-пракрити есть упадхи каждого феномена. Можно подробнее пояснить, каких именно? В природе ума беспредельность всяких и каждого феномена. Сколько идей, мыслей, столько и феноменов. Мула-пракрити – проводник каждого феномена – физического, психического, умственного. Оно являет покровы космоса и не имеет касания к причинным соотношениям феноменального мира. То есть любое проявление феномена на любом плане будет через состояние, свойственного мула-пракрити. Ведь чистый дух не может быть проводником. Материя или корень материи есть проводник. Он же является источником тончайших невидимых свойств в видимой материи. Как великолепно звучит! Акаша есть вечное божественное сознание. А что именно зеркально отражается от нее? От Акаши отражается вечная жизнь или продолжительность беспредельного сознания этой вечности. Акаша – вечное божественное сознание, пассивное. Зеркально отражается то, что может быть активно – звук, слово, слух, речь. Интересно прозвучало соответствие змея Ка и сказки Маугли третьего учителя. А для человека тоже существует такое место, как Чидакашам? Когда происходит созвучие микрокосма с макрокосмом или космическое сознание с устремлением человека к тому, что он хочет познать, притяжением вызывает созвучие с Чидакасамом, сферой первоначального сознания. Существует такое место, которое называется Чида-Акаша – сокрытая причина творческого потенциала в человеке. Как именно сокрытая Матерь при проявлении творит, созидает и рождает? Для проявления в сокрытой материи концентрируются основы сил сознания, потенциальности трех фаз в одном – творить, созидать и рождать. Так проявляется дух. Согласно планам бытия, вначале проявляется творческая сила, план разума и творчества. Далее созидающая сила или строители, план вещественный и образовательный. Далее рождающая сила, план плотный физический. Но надо понимать, что данная сила, она едина в трех своих проявлениях. Если разум или сознание разделяет продолжительность на время условное и безусловное, то тогда что соединяет их? Их объединяет осознанность. То, что разъединяет, то и соединяет. Это проявление единого закона, начало и его завершение. Время условное соответствует началу дифференциации, время безусловное – завершению дифференциации. Если развертывание, не будучи увеличением в размере, есть лишь изменение состояния, что соответствует третьему непроявленному и первому проявленному логосам, а в человеке можно найти такое состояние? В мире феноменальном все происходит аналогичным образом. Человек рождается со всей потенциальностью, как нумен, что и есть третий непроявленный логос. В нашем плотном мире он обучается согласно дхармы, создающей ему необходимые условия для того, чтобы нумен стал феноменом. То есть третий логос стал первым, проявленным. Другими словами, человек сознания пробуждается в этом мире форм. Так нумен становится феноменом.
И сознание растет, не увеличиваясь, но расширяясь в кругозоре своем. Изменение состояния, прежде всего, это состояние понимания, состояние синтеза. В человеке это ясность, миг озарения, когда непроявленное или невидимое становится проявленным, видимым и понимаемым. Что такое время, о котором говорится в комментариях как о феномене, проявляющемся периодически как следствие Махата, всемирного разума? Начало Манвантары, дифференциации продолжительность делится на время вечное и конечное, прошлое, настоящее и будущее. То есть вечное, настоящее при дифференциации становится прошлым и будущим. Одно ограничивает, другое, будущее, устремляет извне вовнутрь, то есть к единому. Феномен, он и есть следствие, как и время есть следствие. Нумен времени – это Махат, всемирный разум, следствие которого при проявлении есть разумные силы в природе. Что для человека является безусловным, вечным, всемирным временем Кала, и что условным временем Кханда Кала? Манвантара является вечным всемирным временем Кала. От рождения до смерти человека – Кханда Кала. Ограниченное время Кханда Кала – это физическое время. Время вечное – это сознание. Кто сократит интервалы физического времени, тот наиболее продвинется. Что является сутью семи вечностей? Сутью семи вечностей являются покровы Мула-Пракрити. Сутью семи вечностей является верхняя триада, триада бессмертия. Атман, как чистый дух, Будхи, духовная душа, и Манас, пластический медиатор. Сутью семи всегда является первая троя. Если почка лотоса не набухла, значит ли это, что там нет жизни? Жизнь вечная в своей потенциальности всегда есть, и она скрыта в глубинах матери. И матерь тоже скрыта в вечной жизни, как почка в лотосе. Если нет жизни, значит это смерть. Но разве это правильно? Жизнь есть в прообразе почки лотоса, потенциально. И когда придет срок, прообразы эти станут образами или формами будущей жизни. Мы верим в преображение, но не в смерть. Если космос Нумен не эволюционирует, а эволюционирует только его отражение, значит, он обладает абсолютным и беспредельным совершенством, которое никогда не сможет быть достигнуто. Как только мы обретаем состояние беспредельности, то мы проявляем аспект абсолюта, ибо состояние вечной жизни делает нас бессмертными в познавании этой самой вечности. Так человек приближается к абсолютной истине. Космос Ноумен ничем не обладает, так как он сам является всем. Это абсолют, не имеющий атрибутов. Любое примененное состояние исключает категорию абсолютности, ведь эволюционирует его отражение или меняется. То есть вечное неизменное состояние, а есть состояние периодическое. Это ритмы. А ритмы остаются мертвыми, если их не оживляет психическая энергия. Человек сам для себя есть ноумен и обновление. Отзвоните старому, возвестите новое. Звоните, счастливые колокола, посреди снегов. Уходит год, так пусть же он уходит. Отзвоните ложному, возвестите правое. Отзвоните по боли, что гложет душу, по тем, кого мы больше не увидим. Звоните же по вражде между бедным и богатым и возвестите обновление людскому роду. Теннисон. «Жемчужина Востока», Елена Петровна Блаватская.